Глава 286. Прибирая беспорядок. Столкнувшись с давлением пробудившегося почтенного главы, эксперты Южного Лета предложили эксперту гончих войны временно объединиться. Убьем же эту старую развалину, Ван Ту, Цзо Янь и Ноло, три эксперта, стали атаковать вместе. Ши Синь, лидер кроваво-красной ветви, не могла сражаться с ними всеми одновременно и тут же получила серьезные раны, однако они не смогли нападать дальше. Главный зал наполнился давлением, и над ними появилась красная фигура. Над ее головой собралась туча темно-красной энергии, и на трех экспертов дождем хлынули бесчисленные кровавые иглы. И это все. Цзо Удзи ответил на это пылающим паланкином. Энергетические иглы сгорели в огне паланкина, а сам паланкин не пострадал. Увидев это, Ван Ту и Ноло сразу спрятались за пылающим паланкином. Они сражались уже давно, поэтому потеряли больше половины духовной энергии. Им следовало следить за собой и экономить каждую каплю энергии, чтобы шансов победить кроваво-красную ветвь было больше. Красное облако увеличилось в несколько раз, стало плотнее, чем раньше, и, обретя форму кулака, ударило по пылающему паланкину. Древнее сокровище отлетело, как метеорит, а наружные стены храма разрушились, открыв взглядом красное небо. Черт возьми! Цзо Янь понял, что на паланкине появилось несколько трещин. С тех пор, как семья Наньгун подарила Цзо Яню это сокровище, оно никогда не повреждалось. Он не ожидал, что один удар почтенного главы приведет к таким разрушениям. В воздух поднялось трехфутовое тело почтенного главы, медленно выплывшее из кровавого облака. Кроваво-красная энергия превратилась в темно-красный скелет. Ноло без колебаний призвал 5 духовных воинов. Превратившись в волков, вооруженных длинными мечами, 5 духов выпрыгнули из тела Ноло и, сломя голову, помчались к почтенному главе. Почтенный глава даже не двинулся с места, потому что мечи воинов задевали скелет, а внутрь проникнуть уже не могли. По их мечам побежали алые огни, и 5 духовных воинов, вспыхнув, вмиг обратились в пепел. Ноло паник, огромный темно-красный скелет был духовным источником почтенного главы, но они не ожидали, что он окажется таким сильным. Одним ударом он разбил пылающий паланкин, он защищал себя культивационной техникой высшего класса. Обладая неисчерпаемой духовной энергией, он был практически неприступен. Более того, почтенный глава проснулся лишь недавно, и чем больше он бодрствовал, тем сильнее он становился. И, наконец, он достиг уровня, с которым не мог справиться культиватор пробужденной души, и ситуация стала серьезной. Ши Синь взволнованно выкрикнула: «Приветствую почтенного главу! Что случилось, Ши Синь?» Почтенный глава смотрел на разграбленный кроваво-красный храм, и глаза его чуть ли не плевались огнем. Кто это сделал? Старуха Ши Синь несколько оторопела. Наконец она поняла. Действительно, кто ограбил кроваво-красный храм, долгое время храм был погребен под ядовитым болотом, и люди не могли в него попасть. К тому же, она пришла не одна. Может быть, единственными, кто мог войти раньше, были Лэн Цзюэ и эксперт гончих войны. Эксперт гончих войны потерпел неудачу, значит, Лэн Цзюэ до сих пор находился в храме. Она не знала, что именно случилось, но самым подозрительным был неприметный Лэн Цзюэ. Ноло принюхался, тут запахи как минимум 3 человек. Проклятие! Процедил Ван Ту. Кто-то воспользовался нами, пока мы сражались, и тайно обчистили храм. Это непростительно, Ши Синь зловеще выкрикнула: «Лэн Цзюэ, я знаю, что ты там. Иди ко мне сейчас же». Из храма не донеслось ни единого звука. Почтенный глава несколько удивился. Человек, который ограбил храм, был человеком, который его разбудил. Раз так, он явно был в храме. Глаз разума. Почтенный глава активировал глаз разума и осмотрелся. Удивило почтенного главу то, что сопляк бесследно исчез, теневой плащ. Это теневой плащ. Он украл теневой плащ. Все это сделал он. Почтенный глава не на шутку вышел из себя. Учитывая оснащение храма, они потеряли несколько миллиардов золотом. Оружие высшего класса, духовное оружие высшего класса, святые лекарства и таблетки, материалы высшего класса были ресурсом для восстановления культа небесного демона Ши Синь. Почтенный глава дал ей пощечину, и Ши Синь отлетела к стене. Она и так была ранена, а это лишь усугубило ее состояние. Она поклонилась ему, не решаясь защищаться. «Посмотри, что ты наделала», — сплюнув кровью, старуха Ши Синь встала на колени. «Прошу, господин, пощади меня. Я могу его найти», — она достала свиток. «Если не сможешь, я разрушу твой дух», — в храме повисла тишина. Старуха Ши Синь призвала духовную энергию и растоптала скрученный свиток духовного контракта. Ничего не изменилось. Старуха Ши Синь оторопела от ужаса. Что происходит? Она видела, что Лэн Цзюэ на них смотри. Он украдкой уходил, скрываясь под теневым плащом. Увидев это, Ван Ту, Цзо Янь и Ноло взбесились.
Ван Ту холодно произнес: раз половины сокровищ храма уже нет, это не стоит того. Я ухожу. У меня та же самая идея, Цзо Янь был не в себе из-за пылающего паланкина. Во время охоты за сокровищами он многое потерял. Сейчас в кроваво-красном храме уже не было предметов высшего класса, хоть и осталось много техник и культивационных материалов. Они были ценными, но людям их статуса не пристало сражаться ради них с почтенным главой. Хотите уйти? Даже если хотите, гнев почтенного главы достиг пика. Он поднял кровавую чашу, волнами хлынула мощная духовная энергия. Стены храма разрушились, а 3 экспертов вынесло наружу. «Ты не останавливаешься, старый злодей, я буду сражаться до конца». Взревел Ван Ту, и двукрылый ядовитый дракон, сжимая в лапы кроваво-красный жетон, прошел через зал и барьер. Качнув ядовитым хвостом, он приготовился к атаке. «Проваливай». Духовный источник почтенного главы схватил двукрылого ядовитого дракона за хвост. Шокированный, дракон выплюнул ядовитый огонь, который бесполезно ударил по духовному источнику почтенного главы. Почтенный глава взревел. Из чаши хлынула красная энергия, и ядовитого дракона прижало к полу. Орудуя рукой скелета, почтенный глава создал из энергии красное копье и ударил ядовитого дракона. «Нет!» — выкрикнул Ван Ту, и его глаза налились кровью. Пронзив ядовитого дракона, красное копье пригвоздило его к земле. Дракон закричал, его тело наполнилось ядом крови, и кожа его покрылась красными точками. Он растекся, превратившись в лужу крови. Почтенный глава снова взорвался энергией. Копье в руке скелета превратилось в огромный лук и стрелу, которая нацелилась на Цзо Яня, готового сбежать. Пламенный паланкин не переживет еще один мощный удар. Цзо Яню, который не хотел быть убитым стрелой, придется выпрыгнуть из паланкина. Сила почтенного главы уже вышла за пределы пика 9-го уровня пробужденной души, а теперь у него была еще и кровавая чаща, и культиватор пробужденной души остановить его не мог. Но Ло относился к жителям страны Южного лета прохладно, зачем ему было их спасать? Убрав мечи, он бросился в бегство. Взорвался мощный массив, и в Ло понеслась стрела. Стрела пробила его духовную защиту и вонзилась в его тело. Но Ло сплюнул кровью, но не остановился, одним махом вырвавшись за алый барьер. Ван Ту смотрел, как ядовитый дракон медленно превращался в лужу крови. Он понимал, что дракона спасти нельзя, поэтому стиснул зубы, достал талисман и разбил его об пол. Раздался взрыв, и первый этаж засыпало землей. Идем, Ван Ту и Цзо Янь принялись отступать. Взмахнув большим мечом, почтенный глава срезал преграду из земли. Он собрался кинуться за ними в погоню, но тело его вдруг пошатнулось, и он чуть не упал на землю. Черт, он потратил слишком много духовной энергии, почтенный глава проснулся только недавно и сейчас был ослаблен, и хоть в его руках была кровавая чаша, хоть его сила и могла восстанавливаться быстро, несколько секунд дали им шанс сбежать. Ван Ту и Цзо Янь сбежали быстро. Старуха Ши Синь поникла, а она была крайне взволнована. На этот раз кроваво-красная ветвь лишилась много, и ответственность за это несла она. Она и подумать не могла, что этот мальчик окажется шпионом, но где он прячется сейчас? Почему контракт не работает? Нас ищешь? Раздался в ушах старухи Ши Синь голос, и она изменилась в лице. Но в тело Ши Синь врезался чистокол легких пуль. «Ублюдок! Я тебя убью!» Защитная энергия старухи Ши Синь значительно ослабла. Когда она подняла руку, чтобы напасть, ее левую руку охватила холодная аура, и ее ударили по затылку. Голова старухи Ши Синь взорвалась и рассыпалась по земле кристаллами льда. Лидер культа небесного демона умерла, полная ненависти. Почтенный глава их заметил, но остановить не успел, потому что у него иссякла духовная энергия. Старуху Ши Синь убили у него на глазах, и он рассвирепел, подошли Чу Тянь с Наньгун Юнь. Чэнь Бин Юй стояла впереди, готовая к бою. Одного из лучших членов культа убили жалкие людишки вроде вас, помрачнел почтенный лидер, но вы правда считаете, что можете сразиться со мной? Удачи, не говори так. Если бы я не был уверен, как бы пришел, Чу Тянь посмотрел на Лисенка, и Лисенок вдруг опустошил кровавую чашу, проглотив всю энергию. Что? Паник почтенный глава. Что это за зверь? Он лишил чашу сил, не удивляйся. Лисенок, теперь все зависит от тебя. Лисенок выплюнул духовную куклу, и в его сверкающих глазах мелькнула боль. Это был последний призыв адского огня. В воздух взмыл зеленый свет. Перед почтенным главой предстал несравненно огромный горящий человек. Глава 287. Умереть вместе. Кроваво-красный почтенный глава был непростым человеком. Раз уж Чу Тянь освободил его, справиться с ним было делом принципа.
Иначе почтенный глава осядет в стране Южного лета, наберется сил и станет серьезной скрытой угрозой. Пострадают бесчисленные жители страны Южного лета, а гарантировать безопасность торгового чуда будет тяжело. Если он не вырвет корень, в будущем это обернется бесконечными неприятностями. Вперед! Приказал Чутянь. Лисенок запрыгнул на голову адского огня. По приказу Лисенка адский огонь направился к почтенному главе. Чутянь не был уверенным на пустом месте. Почтенный глава был сильнее адского огня, но Лисенок не только лишил его силы кровавой чаши, но и прервал исцеление почтенного главы. Почтенный глава был предельно слабым, и это был лучший момент, чтобы с ним расправиться. Задача Чэнь Бин Юй заключалась в том, чтобы защищать Чутяня и Наньгун Юнь, поэтому что трудно было гарантировать, что почтенный глава не пытается атаковать Чутяня, чтобы вытащить из-под котелка дрова. Естественно, Чэнь Бин Юй не могла сравниться с почтенным главой. Но несколько атак отбить все же могла. В конце концов, Чэнь Бин Юй культивировала бессмертного звездное тело, и силы ее были весьма высокими. Адский огонь направил к почтенному главе огромный пылающий кулак. Тельце почтенного главы, окружённое красным скелетом, парило в воздухе. Скелет тоже взмахнул кулаком, чтобы отбить удар адского огня. Оглушительный взрыв, темно-зелёное пламя адского огня и кровавая энергия красного скелета столкнулись друг с другом, зашипев, словно огонь, который тушат водой. Энергия почтенного главы обладала разъедающим эффектом, поэтому в борьбе с простыми культиваторами преимущество было на его стороне. Но адский огонь был элементарной формой жизни и не обладал кровью и плотью, адский огонь сдерживал почтенного главу, а зеленое пламя бездны могло растопить энергию крови. Так что с этого момента почтенного главу сдерживала сила адского огня. Обе стороны отступили на шаг назад. Лисенок приказал адскому огню напасть снова, и почтенный глава ударил адского огня красным копьем. Не боясь, адский огонь ударил кулака пылающим правым кулаком. В этот миг Лисенок выпрямился, чтобы втянуть воздух, и когда длинное копье в руке скелета ударило по адскому огню, копье рассыпалось. Почтенный глава ощутил, что его демоническая культивационная техника стала на треть слабее. Проклятие! Что тут происходит? Этот беспрецедентный духовный зверь обладал силой, которая превосходила его предположение. Он прекрасно сдерживал демонических культиваторов, почтенный глава решил отступить, но отреагировал слишком поздно. Адский огонь нанес еще один мощный удар кулаком, который врезался в тело почтенного главы. В кровавом скелете образовалась большая дыра, и почтенного главу придавило мощной силой. Ему казалось, что его разрывают на части. Он сплюнул кровью, и она отлетела на десятки метров. Наньгун Юнь громко выкрикнула: «Лисенок!» Отличный ход. Забей этого демона до смерти, Лисенок самодовольно взмахнул хвостом, и адский огонь поднял ногу, чтобы наступить на почтенного главу. Почтенный глава вскинул руки, но огромное давление, словно на него обрушилась гора, заставило его ощутить бессилие. Чудовище оказалось слишком сильным, и если так продолжится и дальше, ситуация станет еще хуже, почтенного главу отбросило назад. Пытаясь применить кровавую чашу, почтенный глава хотел восстановить духовную энергию. Разве Лисенок мог дать ему этот шанс? Лисенок заберет все, Лисенок втянул вихрь воздуха. Он поглотил энергию кровавой чаши. Он даже несколько раз причмокнул, словно наслаждаясь вкусом, кроваво-красный почтенный глава уже был вне себя от гнева. Как этот жалкий питомец мог взять над ним верх? Будь он на пике сил, все эти муравьи даже моргнуть бы не успели. «Умри!» Взмахнув рукой, почтенный глава создал четырехцветную кровавую стрелу, но на этот раз направил ее не в адского огня, а в Чутяня. Чэнь Бин Юй, давно готовая к контратаке, создала 3 кристально-ледяные стены одновременно. Стрела разбивала одну ледяную стену за другой. Когда стрела наконец оказалась перед ними, большая часть энергии рассеялась, и Чэнь Бин Юй ударом ладони расколола ее на куски. Почтенного главу преследовал адский огонь, Лисенок подавлял его культивационные техники, так что у него не было времени собраться силами. А вот Чэнь Бин Юй уже давно готовилась обороняться. Быстрая атака против задолго возведенной обороны, такая атака не могла возыметь успеха. Почтенный глава становился все слабее, а ситуация все хуже. Если так продолжится, он в итоге погибнет. Прекратив сражаться с адским огнем, он кинулся к барьеру. Хочешь сбежать? Кроваво-красный почтенный глава, управляющий одной из 10 великих ветвей культа небесного демона, фактически сбегал от нескольких человек из страны Южного лета. Если бы об этом узнал основоположник культа, он бы сплюнул кровью от гнева. Но разве Чутянь мог подарить почтенному главе победу? Разве в будущем он не принесет им неприятностей? Силуэт Лисенка сверкнул, и он, превратившись в пепельно-серый туман, появился перед почтенным главой. Телепортация. Почтенный глава изменился в лице, он слишком недооценил этого зверя. Почтенный глава не знал, на что способен Лисенок. Он затормозил, и адский огонь, догнав его, ударил его кулаком по спине.
Почтенный глава снова отлетел в сторону. Воспользовавшись моментом, Лисенок схватил кровавую чашу. Когда Лисенок схватил чашу, на ней появились странные древние руны, и почтенный глава ощутил, как его контракт с кровавой чашей рассеивается. «Умри!» Замахнулся ладонью почтенный глава, чтобы нанести смертельный удар. Лисенок исчез в сером тумане. Почтенного главу ошеломило то, что вместе с лисенком исчезла и чаша. У почтенного главы украли важнейший священный предмет кроваво-красной ветви, и сделал это Лисенок. Почтенному главе нанесли безжалостный удар. Он лишился всех своих мыслей, из 7 отверстий потекла кровь, а кроваво-красные волосы встали дыбом, и из тела его хлынуло кровавое пламя. Чутянь оторопел, он в отчаянии изжигает свою кровь. Осторожнее, почтенный глава без стеснения применял запретную технику и сжигал эссенцию крови, чтобы мгновенно накопить взрывную мощь. У этой культивационной техники были побочные эффекты. Когда сражение закончится, его культивационный фундамент заметно ослабнет. Никто не применял такой ход, если не собирался погибнуть вместе с врагом. Теперь его ничто не волновало, даже если его фундамент ослабнет, он должен убить этих людей. Можно было представить, насколько почтенный глава ненавидел команду Чутяня. Лисенок решил вернуться, и адский огонь сделал шаг назад. Он выпускал огромное количество зеленого пламени, чтобы замедлить почтенного главу, а Лисенок изо всех сил засасывал его энергию. Это было странно. Откуда в нем столько сил, Лисенок втягивал волну за волной, у него не было ни секунды покоя. Взревев, почтенный глава снова призвал духовный источник. Во все стороны палился красный свет. Новый кровавый скелет отличался от предыдущего. Его покрывал толстый слой крови, а в руках он держал 2 невероятно больших топора, аура которых была в разы сильнее, чем у предыдущего. Во взгляде Чутяня мелькнул шок. Эта аура превосходила царство пробужденной души, достигая 3-го уровня истинной души. Это был прорыв не на ступень, а на целый уровень. Если прежде у них был шанс на победу, то теперь они его лишились. Лисенок изо всех сил всасывал энергию. Кровавая броня скелета несколько ослабла, а топоры в руках стали меньше. Вдруг раздался топот шагов. Лисенок приказал адскому демону остановить его. Слишком быстро топор обрушился на плечо адского огня и отрубил ему левую руку. Лисенок изо всех сил втянул воздух, кровавая броня скелета разрушилась, а топор в руке лишь немного потускнел. Но почтенный глава уже вскинул топор. Лезвие, похожее на лунный серп, разрубило адского огня надвое. Адский огонь немедленно рухнул. Лисенок вдруг взорвался. Почти в тот же миг взорвался адский огонь, испустивший дух. В небо ударили зеленые языки огня, которые врезались в кроваво-красный барьер и заставили храм яростно вздрогнуть. Ударная волна отбросила даже команду Чутяня. Лисенок пребывал в жалком состоянии. На прекрасном белом мехе виднелись следы ран. Он явно недооценил почтенного главу, но и почтенный глава недооценил Лисенка. Взрыв адского огня должен был сильно его ранить. Наньгун Юнь быстро спросила. Он умер. Чэнь Бин Юй призвала глаз разума и нашла в огне алый силуэт. Она нахмурила брови. Еще нет. К ним медленно вышел почтенный глава, окутанный зеленым пламенем. Духовный источник в виде скелета почти растаял, но адского огня победили, Наньгун Юнь оторопела. Все кончено, как он может быть таким сильным? Нам точно конец, не точно. Даже не беспокоился Чутянь. Почтенный глава был уже на пределе. Лисенок снова втянул воздух, и духовный источник исчез полностью. Выставив вперед руки, Чэнь Бин Юй ударила, и ее ладонь покрылась сине-белым льдом. Когда ладонь ударила почтенного главу, энергия холодна образовала ледяной штырь, который пробил грудную клетку почтенного главы и пригвоздил его к колонне главного зала. Наньгун Юнь похлопала себя по груди, старушка испугалась. Наконец он потратил всю энергию. «Ты должен был умереть несколько веков назад», — сказал Чутянь, глядя на него. «Хочешь сказать последнее слово? Думайте, вы выиграли». Почтенный глава не считал, что проиграл таким жалким людям. На лице у него были написаны ярость и неверие, он гневно взревел. «Даже если я умру, вы умрете вместе со мной». Как только его голос затих, храм задрожал и начал погружаться в болото. Плохо дело. Чутянь ощутил под ногами сильное притяжение, словно гравитация стала в десятки раз сильнее. Кроваво-красный храм вот-вот утонет в болоте. Бежим скорее. Почтенный глава резко расхохотался. Уходите? Никто не уйдет. Вы останетесь здесь и составите мне компанию. Глава 288. Прибытие в имперский город. Почтенный глава активировал механизм саморазрушения храма. Из центра кроваво-красного храма вырвались колебания мощного энергетического массива, которые создали силу притяжения и заставили силу центра храма искривиться.
Здание рушилось, покрываясь толстыми трещинами. Земля осыпалась, а из грунта сочилась болотная вода. Это был не просто уход на покой. Это было полное уничтожение. Алое болото содержало в себе мощную силу притяжения, которая сначала уничтожит храм, затащив его в глубины болота, а потом похоронит его в темноте на глубине нескольких сотен метров. Кроваво-красного храма больше не будет. Сокровище храма навеки похоронит под землей. Наньгун Юнь ошарашенно выкрикнула: «Что за ловушка? Почему я не могу даже пошевелиться? Сила притяжения, исходящая из храма, оказалась сильнее, чем можно было представить». Она походила на магнит, притягивающий железный лист, а каждый шаг давался так тяжело, словно приходилось тащить за собой 10 тысяч фунтов. Даже Чэнь Бин Юй было трудно сделать шаг. Ситуация накалялась, на барьере появилась трещина, и он стал сжиматься, создавая сильное давление. Все, что находится внутри барьера, превратится в мясной фарш. Одновременно появились два вида давления. Троица не могла выйти из кроваво-красного храма. Ха! Вы умрете, умрете, вас похоронят с кроваво-красной ветвью. Дико хохотал почтенный глава. Рухнув в центр зала, он приготовился быть раздавленным, поглощенным бесконечным болотом. Проклятие! Вдруг выругалась Наньгун Юнь. Этот старый демон хочет, чтобы мы умерли вместе с ним, но слова им помочь не могли. Храм стремительно рушился, а убежать они не могли, и им предстояло умереть. Лисенок мог телепортироваться, но не мог забрать их с собой. Он тревожно озирался, но не мог ничего придумать. Неужели они так погибнут? Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй охватило глубокое чувство беспомощности. Прочь, не оглядывайтесь. Вдруг закричал Чутянь. Уходите немедленно. Думаешь, старушка не хочет уйти? Я вообще двигаться не могу, большая часть храма уже рухнула, алое болото поглотило ее, словно морской водоворот. Болотная вода кружилась вихрем, словно проглатывая храм. Иного пути нет, вдруг Чутянь сложил ладони, из его тела вырвалась мощь древнего бога. Изменившись, аура Чутяня стала аурой отстраненного духовного бога, который видел насквозь всех живых существ. Глаза его изменили цвет, один стал серебристым, а другой белым с 7 зрачками, которые вращались, наслаиваясь друг на друга. Это напоминало загадочный семицветный цветок. Прикрыв левый серебристый глаз, Чутянь оставил открытым белый, и из него вырывался свет. Во все стороны хлынула сила, которую нельзя было описать словами. Разрушение храма остановилось, и подавляющая сила бесследно исчезла. Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй были потрясены. Что это за сила? Вперед! Из глаза Чутяня потекла кровь, и он, стиснув зубы, прыгнул вперед. Трое одновременно кинулись к барьеру. Когда Чутянь приземлился, его глаза стали прежними. Лицо побледнело, словно бумага, и он без сознания рухнул на земь. Наньгун Юнь быстро подхватила его. «Эй, что с тобой? Это крайне мощная сила, но и у нее есть предел», — серьезным тоном произнесла Чэнь Бин Юй. Он должен был потерять сознание. «Сначала нам нужно уйти. Хорошо». Они быстро покинули болото, а Наньгун Юнь несла Чутяня на руках. За ними следовал Лисенок. Не успели они уйти далеко, как он вдруг обнаружил на земле огромного зверя. Он был покрыт ранами и уже мертв. Это был духовный зверь высшего класса из алых болот, ящер дракона. Остановившись, Лисенок выплюнул на лапку духовную куклу. Он несколько раз стукнул ей труп ящера дракона, и марионетка поглотила фиолетовый труп. Лицо марионетки приняло вид морды ящера дракона. Усмехнувшись, Лисенок удовлетворенно кивнул и проглотил духовную куклу. Телепортировавшись, он догнал троицу, которая уже покинула алое болото. Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй не знали, как Чутянь остановил разрушение храма. На самом деле техника Чутяня превосходила их воображение. Чутянь заморозил пространство, остановив разрушение и дав им уйти. Способность управлять пространством была способностью духовных богов, из-за этого Чутянь потратил много энергии. Находясь на уровне пробужденной души, он не мог долго поддерживать эту способность, поэтому упал в обморок. Прибыв в город Алого болота, две девушки уложили Чутяня на кровать. Он лежал без сознания целых 3 дня, и лишь потом медленно пришел в себя. Он облегченно вздохнул. «Кажется, я еще жив. Босс наконец проснулся. Твоя сила была и вправду подавляющей». Пристально посмотрела на него Наньгун Юнь. «Ты спас нам жизнь. Нам нужно как следует тебя отблагодарить. И как вы хотите меня отблагодарить?» Слабо посмотрел на нее Чутянь. «Может быть, вашими телами?» Наньгун Юнь погладила себя по упругой груди. «Если ты не возражаешь, я тоже не против. Раз мы уже семья, мы не должны отдавать хорошие посторонним». «Кхе-кхе». Закашлялся Чутянь и сказал, махнув рукой. «Я немного голоден, так что купи мне что-нибудь».
Съев несколько консервов второго класса, Чутянь быстро восстановил силы. Голова еще болела, и следовало несколько дней отдохнуть. Чутянь не думал, что 2 секунды силы истощат его до такой степени. Он был слишком слаб, Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй видели, что Чутянь неразговорчив, поэтому ничего не спрашивали. В конце концов, даже у могущественных культиваторов были свои козыри, и спрашивать о них было нехорошо. «Культ небесного демона задержал нас на целый день», слегка обеспокоенным тоном сказала Наньгун Юнь. «Накажет ли нас за это король Южного лета? Королевское воззвание гласит, что нужно отправляться в имперский город как можно скорее, и время там не указано». «Я не беспокоюсь. Так почему беспокоитесь вы?» Поев и выпив, Чутянь восстановил силы и указал пальцем на Лисенка. «Немедленно доставай чашу». С ненавистью Лисенок выплюнул кровавую чашу. Это был ценный духовный предмет. Теперь, когда кроваво-красный почтенный глава погиб, его духовный контракт с чашей разрушился. Трудность заключалась в том, что стоило Чутяню дотронуться до чаши, как из нее хлынула мощная энергия. Рука Чутяня вмиг покраснела, словно он окунул ее в кровь. Жжение было таким, словно его руку облили кислотой. Чутянь нахмурился, я не могу ей пользоваться. Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй тоже попытались, но результат остался прежним. У них не было подходящих культивационных техник, чтобы пользоваться кровавой чашей. Если это бесполезно, то мы приезжали впустую. Ты не можешь говорить, что это бесполезно. Надев перчатки, Чутянь унес кровавую чашу в соседнюю комнату. В комнате стояли 18 бочек, где уже несколько дней закалялись трупы инь. Чутянь вылил красную жидкость из чаши в бочки, потратив около половины. Трупы инь тут же покрылись красными полосами, и сила их резко пошла на подъем. В руках Чутяня была божественная кровь, которая могла закалить команду могущественных трупов инь, хоть они и не могли пользоваться энергией чаши в бою, однако она была полезна для закалки трупов инь. Они пробыли в городе Алого болота еще 5 дней. Чутянь добавлял в бочки для закалки трупов божественную кровь. Сила трупов инь достигла пика 6-го уровня пробужденной души. Неплохо, скорость была сносной. Чутянь решил, что когда он окажется в имперском городе, то подготовит разведенную божественную кровь, и трупы инь достигнут царства истинной души. Эксперты царства истинной души — это будет весьма сильная защита. Лишь несколько человек из имперского города смогут справиться с Чутянем. Если на его стороне будут 18 трупов инь истинной души, не останавливаясь день и ночь, они продвигались на север. Наконец, Чутянь добрался до центра имперского региона, до крупнейшего города страны Южного лета, имперского города. 2 недели назад в имперский город прибыла молодая госпожа. Чутянь задался вопросом, как обстоят дела в имперском городе. Прибыв в имперский город, Чутянь увидел, что улицы заполнены светящимися фонарями, и обнаружил несколько ресторанов торгового чуда. Перед ними раскинулся рекламный щит с девушкой, держащей банку консервов. На нем были и другие рисунки вместе с рекламными слоганами. «Вау, это же Ин!» Оглядела массивный рекламный щит Наньгун Юнь. Над городом висит снимок Ин, на улице имперского города было много громкоговорителей, а некоторые пешеходы держали магнитную записывающую машину. Зрелище не сильно отличалось от центрального города. Чутянь втайне удивился тому, что молодая госпожа справилась так быстро. Этого оказалось достаточно, чтобы Чутянь остался доволен. Когда трое пошли по улице, пешеходы принялись удивленно восклицать. «Смотрите скорее, это члены семьи Ван». Когда по широкой дороге поехала череда роскошных экипажей, запряженных зверьми, жители имперского города зашумели. В экипаже было много ящиков с сокровищами, и выглядело это богато. Один житель полюбопытствовал, куда они едут, в торговое чудо, конечно же. Сегодня день рождения Мэн Цин, вице-президента торгового чуда, правда. Сегодня и правда день рождения Мэн Цин, и казалось, что Мэн Цин узнали все. Видимо, за этот короткий месяц репутация Мэн Цин охватила имперский город. Но Чутяня удивило то, что даже он не знал, когда у Мэн Цин день рождения. Откуда это знают эти глупцы, нужно было пойти и посмотреть. Глава 289. Последствия высокомерия. Штаб-квартира торгового чуда располагалась в поместье великого ученого Гоу Цань Цу. Это была особая награда, предоставленная великому ученому королем Южного лета за вклад, который он внес в развитие страны Южного лета. Оно уступало лишь королевскому дворцу и поместьям 3 правителей, а больше него была лишь штаб-квартира в центральном государстве. Гоу Цань Цу не привык оставаться в большом поместье, но превратил ее в штаб-квартиру торгового чуда в имперском городе, чтобы помочь сестрам Мэн. Жители имперского города знали, что великий ученый связан с торговым чудом, и когда торговое чудо решительно вошло в город, мало кто их останавливал, и хоть это противоречило интересам людей, они столкнулись с минимальным сопротивлением. Сегодня был день рождения Мэн Цин У.
Вице-президент была непростой, она привела торговое чудо в имперский город всего за 2 месяца. Хоть она и была связана с великим ученым, еще у нее были и собственные навыки. Если бы на ее месте был посредственный менеджер, они не достигли бы даже четверти заслуженного. Имперский город заполнила продукция торгового чуда, а Мэн Цин стала для жителей города богиней, красота девушки, способная разрушать народы, не только потрясала, но и обладала удивительной способностью. Мечта о том, чтобы получить жену, похожу на Мэн Цин, стала среди жителей имперского города самой популярной. И это было лишь начало. Потенциал торгового чуда делал его неудержимым, и скоро они станут самой выдающейся компанией страны Южного лета. Так что день рождения Мэн Цин был особым днем. Это дало бесчисленным людям шанс приблизиться к Мэн Цин, и пришли они с щедрыми подарками. Мэн Цин только что приехала, и у нее не было выбора, кроме как отнестись к местным сатрапам с уважением. Когда Мэн Цин встанет на ноги, эти люди не смогут ей даже польстить. Чутянь остался доволен штаб-квартирой торгового чуда, дом намного больше, чем тот, что в центральном государстве, он не так уж и далеко от королевского дворца. Это было поместье, состоящее из 9 дворцов, площадь которого была в 2 раза больше, чем у штаб-квартиры в центральном государстве. Места внутри было гораздо больше. Даже если бы здесь жили 10 тысяч человек, осталось бы место для отдыха. Для удовлетворения потребностей крупномасштабно развивающейся компании этого было достаточно, Наньгун Юнь с презрением произнесла: «Старшая Цинь не только умна, но и очень трудолюбива, она лично обо всем позаботилась. Она не похожа на людей, у которых за день даже тени не видно. Ты критикуешь меня, своего начальника». «Ты ошибаешься», — сказал Чутянь, изменившись в лице. «Разве я ленивый? Разве я не специально даю тебе задание, чтобы ты укрепила позицию в компании? Ты должна понять сострадание босса, мне нужно защитить тебя от слухов и создать тебе фундамент». Закатив глаза, Наньгун Юнь сменила тему. «Чего мы тут стоим? Спустя 2 недели мы, наконец, можем нормально поесть. Пойдемте». Они подошли к двери, и их остановил стражник. «Стойте, у вас есть приглашение». «Что? Ты и правда спрашиваешь, есть ли у меня приглашение?» Чутянь вышел вперед, поглаживая лицо. «Открой глаза, пожалуйста. Красивое лицо перед тобой, вот мое приглашение». Лицо стражника потемнело от гнева. Торговое чудо завербовало стражников из имперского города. Всех нанял великий ученый и безмолвный правитель. Неудивительно, что они не видели Чутяня. Наньгун Юнь быстро подошла и сняла с пояса жетон. «Узнаешь это?» «Ах, это!» — перекосил лицо стражник. Это был особый жетон торгового чуда, такой же был у Мэн Ин, потому что они были на одном уровне. Стражник быстро отошел в сторону и с почтением пригласил их войти. Чутянь был крайне подавлен. Это, моя территория, стражники, обладающие могучей силой, давали знать, что торговое чудо набралось в имперском городе сил, штаб-квартира торгового чуда была полна людей, а персонал бегал туда-сюда, развлекая гостей. Банкет уже начался, шеф-повара готовили блюда на источниках энергии, а официанты разносили еду. «Скорее посмотрите», — с приятным удивлением произнесла Наньгун Юнь, глядя на сцену. «Разве это не Ин и старшая Цину?» Присмотревшись, трое увидели сестер Мэн, стоящих в центре зала. Нарядные, обе встречали приходящих гостей. Они не видели сестер почти месяц, и они казались похудевшими, однако цвет лица остался хорошим, давая знать, что в культивации они достигли прогресса. Компания Небесного Облака прислала партию 10 тысячелетних аметистов. Патриарх семьи Джао тайно прислал очищенную таблетку красоты, бесчисленные подарки, словно снежинки, вплывали в главный зал, образуя небольшой холм. Увидев все это, Чутянь оторопел. Как на дне рождения может быть столько подарков? Не успели они обернуться, как вдруг раздался голос. Молодой мастер Ван Юань прислал 10 коробок драгоценных морских жемчужин, 100 катушек тысячелетнего золотых шелковых нитей и экипаж, запряженный прирученным драконом. Чтобы поздравить молодую госпожу Мэн Цин с днем рождения, толпа впала в неистовство. Какой дорогой подарок! Неужели в день рождения нужно дарить так много? Мэн Цину нахмурила брови, вид у нее был не очень радостный. Но она собралась силами и учтиво улыбнулась. «Спасибо, молодой мастер Ван Юань». Ха! Ван Юань оказался привлекательным юношей, который был моложе Мэн Цин, ему было примерно 17-18 лет. Судя по характеру, он родился в великой семье. Наш сегодняшний визит не только для того, чтобы поздравить вице-президента с днем рождения, но и еще кое для чего. Можно считать это благословением. В имперском городе у семьи Ван было мощное влияние. Это была великая семья королевства, уступающая лишь 3 великим семьям. Мэн Цин эту семью недолюбливала, однако у них было влияние, поэтому она не могла выступать против них. Она была умной, поэтому решила применить вежливость, а не силу. Несомненно, второй вопрос, ради которого они пришли, был неловким. Как насчет того, чтобы молодой мастер Ван спросил об этом после праздника? Нет, нет.
Это должны знать все. Покачал головой Ван Юань, не дав Мэн Цин избежать этой темы. Моя семья уже разрешила мне жениться на молодой госпоже Мэн Ин. Предложение взволновало толпу. Сестры Мэн были в шоке. Поздравляю молодого мастера Вана, все встали, чтобы поздравить его. Радостно улыбаясь, Ван Юань произнес: «Это серьезный вопрос. Думаю, нужно назначить свадьбу на следующий день». Что думает вице-президент Мэн? Ван Юань пришел, чтобы сделать предложение. Мэн Ин чуть не вышла из себя. Что ты удумал? Даже если твоя семья согласилась, это не значит, что я согласна. Как можно быть таким безмозглым? Поверь мне, Ин, как только я увидел тебя, то влюбился по уши. Отношения мужчин и женщин должны решать старейшины, и я не думаю, что вице-президент Мэн откажется от такого хорошего предложения. Уверенно посмотрел на Мэн Ин Ван Юань. Когда наша семья объединятся, прогресс будет не остановить. Бояться будут даже 3 великие семьи. Молодой мастер Ван знает толк в уловках. На лице Мэн Цин ясно проступило недовольство. Я не смею поступать опрометчиво, если речь идет о моей младшей сестре. Если Ин действительно хочет, это прекрасно, но ты не можешь брать ее в жены силой. Неужели молодой мастер не достоит Ин? Мне интересно, хочет ли Ин породниться с семьей Ван? Что за бред? Посмотри на себя в зеркало. Сердито ругала его Мэн Ин, в ее тоне слышалась твердость. Мне уже нравится другой, и ты не можешь сравниться даже с волосом на его голове. Мэн Цину тоже не была вежлива. Цину не может на это согласиться, пристыженный, возмущенный. Вань Юаня пристыдили при всех, и лицо его побледнело. Молодой мастер пришел с искренностью, а вы так со мной поступаете. Знаете ли вы, на что способна семья Ван? Если вы оскорбляете семью Ван, вам придется отказаться от имперского города. Мэн Цину не сдалась. Прошу молодого мастера Вана забрать подарки и уйти. Торговое чудо никогда не зависело от других. Ты не понимаешь, Мэн Цину? Вы уже принадлежите моей семье Ван. Просто отдай в жены свою младшую сестру. Все мы — одна большая семья, давай это обсудим. Мэн Цину поникла. Что ты сказал? Буду честен и предупрежу всех присутствующих. Высокомерно и громко объявил Ван Юань. Мэн Цину — женщина, на которую положил глаз мой старший брат, и она может принадлежать лишь моему старшему брату, остальным лучше сдаться. Если вы решитесь сделать шаг вперед, то подумайте о последствиях. Мэн Цин восхищались много талантливых юношей, но слова Ван Юаня изменили их настрой. Если она понравилась ему. Тогда Мэн Цин действительно. Жаль, как жаль. Да что ты, думаешь? Выскочила фигура и ударила Ван Юаня кулаком по лицу. Кости привлекательного лица Ван Юаня сдвинулись, когда он врезался в стену. Плохо дело, молодого мастера семьи Ван ударили, это породит катастрофу, гости впали в панику. Все стали расходиться, чтобы не вляпаться в неприятности. Сестры Мэн оторопели, однако заметили, кто это был, и Мэн Ин посмотрела на него глазами, которые могли в любой момент выплюнуть огонь. Ты правда знаешь, когда прийти?» Чутянь улыбнулся ей. «Поговорим об этом потом». Чутянь прошел вперед. На лице Ван Юаня проступила паника. Сплюнув кровью, он испуганно спросил: «Ты посмел меня ударить?» Чутянь достал адский меч. «И какое это имеет значение? Если я не дам тебе набраться сил, ты не сможешь узнать методы Чутяня». Увидев леденящий меч, ощутив безудержное убийственное намерение Чутяня, Ван Юань испугался, поняв, что этот человек не даст слабину. Мэн Цину поспешно остановила его. «Чутянь, хватит, Чутянь». Это был Чутянь. Чутянь приехал в имперский город недавно, однако его имя уже знали. Этот человек посмел взять в плен даже маркиза Запада и армию Южного государства. Это был самый непокорный юноша в истории страны Южного лета. Но Чутянь был слишком популярным, и это вызывало недовольство многих жителей имперского города. Одним из таких был молодой мастер семьи Ван. «Я посмел ударить даже маркиза Запада», — засмеялся Чутянь, глядя на это отродье. «Как думаешь, ты дороже маркиза Запада, Чутянь?» Подбежала к нему Мэн Цин. «Сегодня мой день рождения, отнесись ко мне хоть с каплей уважения». Чутянь заметил странный взгляд Мэн Цин. Он понимал, что Мэн Цин осторожна, но понимал, что она не отпустила бы человека без происхождения, который пытался силой заполучить ее младшую сестру. «Хорошо». Убрал меч Чутянь. «Я не буду его резать, но побоев ему не избежать. Наньгун, он твой, без проблем». Наньгун Юнь хрустнула суставами и, дьявольски усмехнувшись, утащила Вань Юаня из зала. «Ах! Спасите меня!» От жалобных пронзительных криков у всех по спине побежали мурашки. Глаза Мэн Цину сверкнули, и она беспомощно вздохнула. Чутянь был воплощенной неприятностью. Прибыв в имперский город, он сразу же впал в раж. Он даже не спросил, кто это, а уже применил такой тяжелый прием. Этим дело не закончится. Глава 290. Ин вне себя.
День рождения молодой госпожи был испорчен, и продолжать празднование было невозможно. Когда Мэн Цин упроводила всех гостей, она лично встретилась с Чутянем. На ее красивом лице виднелось странное выражение. «Как ты смог устроить такие крупные неприятности в первый же день?» Молодая госпожа верно поняла его намерение. «Разве я не вступился за вас?» — уверенно спросил Чутянь. «Если какой-то сопляк смеет вас запугивать, я не могу это вынести, и неважно, кто он. Я избил бы его, даже если бы он был сыном короля Южного Лета», на сердце Мэн Цин употеплело. Таков уж был Чутянь. Он всегда защищал близких, и нельзя было винить его за это. Заметив серьезное выражение молодой госпожи, Чутянь спросил, что случилось. Может быть, у этого Вана более серьезное происхождение, чем у 3 великих семей? Это было невозможно, 3 великие семьи были в стране Южного Лета самыми влиятельными. Хоть информационная сеть Чутяня была не такой обширной, однако если бы существовала сила могущественнее 3 великих семей, Чутянь непременно о ней бы знал. «Семье Ван не сравнится с 3 великими семьями, но они на особом положении», сказала Мэн Цину. «Ты слышал о королевской семье Великого Лета, королевская семья Великого Лета?» Что это Мэн Цину понимала, что не стоит судить королевскую семью Великого Лета по одежке. Когда на имперский город напал король Клык, глава королевства Гончих войны, они убили королевскую семью великой страны. Прямых потомкам и несколько главных ветвей убили, и новой королевской семьей стала семья Дунфан. Чутянь заинтересовался. Это связано с семьей Ван. Еще как связано, серьезным тоном произнесла Мэн Цину, королевскую семью Великого Лета не истребили полностью, например, оставались ветви отдаленных регионов. Когда семья Дунфан привлекла 3 великие семьи и вернула половину земель Гончих войны, родственников Великого Лета привезли в имперский город. Они были слишком слабы, чтобы занять престол, у них не было силы прежней королевской семьи. Чтобы увековечить память о прежней королевской семье, новый король Южного Лета принял их, но приказал им отказаться от своей природы и взять фамилию Ван. Теперь ты понимаешь, это и была родословная семьи Ван. Они были потомками прежней королевской семьи, но какое это имело значение, если они были прежней королевской семьей? В этот мире не думали о легитимности, и королевская семья не могла не обладать подавляющей силой. Семья Наньгун и Шангуань едва ли могли сравниться с семьей Дунфан, но и семья Ван была от этого далека. Потому король Южного Лета и терпел их. Мэн Цин объяснила, при первом короле Южного Лета семья Ван породила 2 маркизов и расширила свое влияние. Это позволило семье Ван быстро собраться силами. В этом поколении семьи Ван скоро появится еще один маркиз. В смысле, скоро. Официально титул еще не даровали, но это лишь вопрос времени. Этот человек — молодой мастер семьи Ван, Ван Тяньлун. Ему еще нет 30, а он уже на 9 уровне пробужденной души, и его боевая сила сравнима с силой 8 маркизов. Мощь действительно была серьезной. Ван Тяньлун не уступал Чу Синхэ. 10 лет назад, когда уничтожили армию пылающего пламени семьи Наньгун, он возглавил армию боевого дракона, чтобы компенсировать потери на фронте. Спустя 10 лет армия боевого дракона стала сильнейшей армией страны Южного Лета, заработав выдающиеся заслуги и весомую репутацию. Все понимают, что посвящение Ван Тяньлуна в маркизы — лишь вопрос времени. Что ты сказала? Армия боевого дракона. Задумался Чутянь, и это явно было не случайно. Потом он спросил, как с ними связан генерал крылатого дракона Ван Ту? Ты знаешь Ван Ту? Мэн Цин нашла это немного странным. Ван Ту — один из вице-командиров и дядя отца молодого мастера. Отлично. Действительно, встреча врагов была неизбежна. Этот конфликт произошел не зря. Даже если бы Чутянь не избил Ван Юаня, торговое чудо все равно не ужилось бы с семьей Ван. Чутянь косвенно убил зверя Ван Ту. Чутянь ограбил кроваво-красный храм, и это не могло остаться тайной, и как Ван Ту мог вынести такую потерю, неважно. И что с того, что семья Ван сильна? И что с того, что молодой мастер семьи Ван может стать самым молодым маркизом в истории? У меня, Чутяня, было много противников, и еще один погоды не сделает. Если они хотят ответа, пусть приходят, сказал Чутянь, и его тон изменился. Похоже, будущий молодой маркиз страны Южного Лета интересуется молодой госпожой. Неужели молодой госпоже все равно? Мэн Цин посмотрела на него. Еще раз об этом заговоришь, и я разозлюсь. Черт возьми, я просто спросил. Мы можем поговорить, не надо злиться. Чутянь сменил тему. Куда подевалась Ин? Обычно она со мной, но я приехал в имперский город, а она не сказала мне ни слова. Это не в ее стиле, все это твоя вина. Черт возьми, опять я виноват. Я ничем ее не обидел. Ты забыл про обещание, которое дал им в центральном городе, а что я говорил? Проклятие, ты и правда забыл. Ты отчетливо сказал, что как только придет королевское воззвание, ты тут же приедешь. Ты знаешь, как обрадовалась Ин, когда пришло королевское воззвание. Она посылала людей узнавать о тебе и даже ходила лично. И что?
Ты не приехал даже через 2 недели. Посмотрела на него Мэн Цину. Как думаешь, Ин рассердилась? Чутянь хлопнул себя по лбу, он действительно забыл. В дороге я столкнулся с неожиданным делом, выбора не было. Мэн Цин с серьезным видом произнесла. Ты даже не объяснил это, когда увидел ее. Что подумала Ин? Она чувствительная и нежная, поэтому решила, что она совсем тебя не волнует. Было бы странно, если бы она не обиделась. Ладно, я виноват. Я извинюсь перед Ин, хорошо? Чутянь развернулся, собираясь уходить. Пока молодая госпожа Мэн Цину провожала взглядом быстро уходящего Чутяня, а ее осенне-водянистые глаза искрились. Она загадочно улыбалась. Что это за человек? Обычно он был гордецом, не терпящим поражений, но вдруг решил извиниться перед сердитой девушкой. Человек он был весьма противоречивый. Чутянь подошел к комнате Ин с ворохом подарков. Ин, ты там. Малютка Ин, скажи что-нибудь. Я знаю, что ты внутри. Если ничего не скажешь, я войду. В комнате кто-то фыркнул. Раз отказа не последовало, значит, это было согласие. Чутянь открыл дверь и вошел. Мэнин сидела за столом и читала, сосредоточившись на книге, даже не оглядываясь. «Я учусь, не беспокой меня», она действительно рассердилась. Чутянь с улыбкой подошел к Мэнин. «Что ты читаешь?» «Ты знаешь, у меня глубокие знания, и я могу тебе помочь. Кому нужно твое руководство?» Мэнин отвернулась. «Я могу учиться одна». «Ау». Эта девочка оказалась весьма упрямой. Чутянь сделал вид, что не расслышал. «Ты до сих пор сердишься? Ты знаешь и все равно спрашиваешь. Мы с Наньгун и старший Бин по дороге попали в переделку и задержались. Чутянь оставалось лишь извиниться перед сердитой девушкой. Чтобы загладить вину, я принес тебе подарки. Можешь считать их компенсацией». Когда Мэнин услышала это, ее лицо немного расслабилось, однако упорство не исчезло. «ПФ, не думай, что можешь подкупить меня подарками, я не ребенок. Я принес несколько духовных предметов высшего сорта, несколько десятков бутылок с таблетками, и Чутянь перечислил огромное количество вещей, и этот список ошеломил Мэн-Ин. Откуда он взял все эти сокровища? Вдруг Чутянь задумался и, вздохнув, произнес: «Знаешь, чтобы привезти тебе эти подарки, я день и ночь сражался с демоном. В итоге я на 3 дня потерял сознание и чуть не умер». «Что?» Панически повернула голову Мэн-Ин. «Правда. Ты не можешь мне лгать». Чутянь сделал болезненное лицо, будто у него до сих пор были не зажившие раны. «Если не веришь мне, спроси Наньгун». «Я правда 3 дня был без сознания. Я думал, что уже не очнусь». «Где у тебя болит?» Быстро подошла Мэн-Ин и коснулась тела Чутяня. «Это серьезно. Почему ты такой глупый? У компании будут деньги, и мы заработаем влияние. Зачем рисковать безо всякой на то причины? Эта девушка была слишком тупой». Одних фраз хватило, чтобы привлечь ее внимание. Чутянь изо всех сил продолжал притворяться. «Разве я сделал это не ради вас, сестер? У торгового чуда есть деньги, но мы пока не можем их обналичить. Я рискнул и получил огромное количество таблеток, чтобы вы стали сильнее. Ты знаешь, что у нас много врагов, а в имперском городе небезопасно». Он притворился очень печальным. «Кто бы мог подумать, что я изобью человека, который решил над тобой посмеяться, а молодая госпожа обидится на меня за то, что я приехал слишком поздно. Мне очень больно». Мэнин покраснела, вмиг ощутив свою вину. Сверкающие ясные глаза вдруг затуманились. «Это моя вина, моя. Не грусти, хорошо? Я извинюсь перед тобой. Неважно, если красивая женщина допускает ошибку, один раз я могу ее простить». Чутянь погладил Мэнин по плечу, но лишь один раз Мэнин кивнула. «А ты не должен рисковать собой ради нас. Если тебя не станет, как мы будем жить? Расслабься, все в моих руках», сказал Чутянь и вдруг спросил: «Сегодня в зале ты сказала, что тебе уже кто-то нравится. Кто это?» Мэнин покраснела, словно яблоко. «Ты мог не вступаться». «Ерунда». Чутянь напоминал дьявола. «Если кто-то посмеет украсть мою малютку Ин, я прикажу 20 братьям разрезать его на куски». Мэнин захотелось спрыгнуть в яму. Этот ублюдок явно дурачился. Мэнин почувствовала себя беспомощной, и вдруг кто-то ворвался в комнату и закричал: «Президент, пришло королевское воззвание. Вас просят немедленно прийти в королевский дворец. Черт возьми, меня прибили в самый ответственный момент». Чутянь нетерпеливо отмахнулся. «Понял, скоро приду». «Встреча с королем не сулит опасности, верно?» Забеспокоилась Мэн-Ин. Она приехала в имперский город 2 недели назад, но до сих пор не увидела короля Южного Лета. Она лишь узнала, что король Южного Лета — очень властный человек. Ты не только опоздал, но и поранил младшего молодого мастера семьи Ван. Чего мне бояться, если на моей стороне великий ученый и безмолвный правитель?» Спросил Чутянь.
Разве это не всего лишь король Южного лета? Я ненадолго зайду к нему, а ты читай книгу дальше. Если ничего не поймешь, не забудь спросить». Оставив Мэн Ин в комнате, Чутянь не сдержал улыбки. Эта глупышка поверила всему, что он сказала. Уговорить эту девушку очень легко, не так ли? Чутянь был в весьма хорошем настроении. Он сразу же переоделся в чистую одежду и, сев в роскошный экипаж, отправился в королевский дворец.